хотела ответить на вопрос. Задала его Татьяна ВКонтакте. Значит, она спрашивает: здравствуйте, Галина, смотрю ваши видео на YouTube, потому что они про Египет. Я интересовалась Египтом, потому что общалась по интернету с египтянином, почти влюбилась. Хотелось больше о нем узнать, о его стране. Уже не общаемся, теперь понимаю, что со мной просто поиграли, отчего просто неприятно до глубины души. Все же интересно, как ведет себя мужчина-египтянин, если он серьезно заинтересован в женщине. Следующий: как сразу распознать обратное, даже если это сообщение по интернету? Как нужно правильно вести себя с ним? Можете ли вы снять такое видео? Мне многое понравилось о Египте, что я узнала. Мне бы хотелось познакомиться с мужчиной для создания семьи. Хотя бы даже потому, какое у них отношение к семье. Но как бы опять на те же грабли не наступить. И, конечно, на уровне интуиции, ощущений это чувствуется. Но знаний очень мало. Какие они на самом деле? У меня сложилось двоякое впечатление. Это не прихоть с моей стороны. В моем городе шансов выйти замуж никаких. Я знакомлюсь на сайтах с иностранцами. Спасибо за ваше видео. Надеюсь, будет и на эту тему больше видео. Значит, Татьяна, спасибо за вопрос. Давайте тогда сразу перейдем к вашим вопросам. Потому что вопрос не один, их несколько. Значит, как ведет себя мужчина-египтянин, если он серьезно заинтересован в женщине? Тогда мы этот вопрос переадресуем Дэйне, потому что он все-таки больше знаком. Как ведут себя мужчины, если он заинтересован в женщине, египтянин? Конечно, семья, конечно, ну, да, если он любит ее. Если он заинтересован и серьезно в ней. Он идет к семье. Он идет знакомиться с семьей. Ее семьей? Он знакомится с ней давно, ему интересно с ней как жить и жениться. Если ему такую голову как зайдет, он должен пойти в семье, обсудить. Свою семью, да? Нет, не свою. И свою семью. Алиша, мумкин круассан في breakfast? Видишь? Тост? Тост какой-то, ладно, или бог. Ну и чего? Так, он идет в своей семье и предлагает: я хочу жениться на семье. Семья или либо. Мungkin toast cheese magirna. Он, например, идет в своей семье и предлагает в семье. Да, нет, нет, да. Это он в своей семье? В семье. Он идет с этой девушкой, например, с ним к его семье. Они смотрят, как она то. К своей семье. Первая к своей семье? Какая, можно то, можно это. Можно так, можно не разница, как она хочет. И они смотрят так. Да, нет, да. Потом мужчина или мальчик, он идет к ее семье посмотреть и поговорит вопрос о деньгах. Больше про квартиру, про где живет, махар, шапку, так. То есть обсуждают махар, шапку, то есть уже денежные вопросы, да? Или, а как же по поводу того, вдруг ее семья не даст согласия? То есть он сначала должен пойти познакомиться с ней, потом с семьей, да? Да. Например, она должна потом, если он знает ее давно, он пойдет с ней, он отведет своей семьей, покажет ее, покажет семью, и как они спрашивают, и так, спросят ее всякие вопросы. Ну, так, то. То есть серьезно, когда... А когда не серьезно? Это не серьезно. А давай сейчас поженимся. Без проблем, нет махра, нет шапки. 50 паундов шапка или махр. Это так не серьезно, как и... Обязательно, чтобы семья была, да? Не обязательно. Самое главное было, как говорится, вали. У кого? У нее. У женщины? Кто заступает на нее?
семья, да? Кроме, если нет семьи, брат, сестра, ну, как не сестра, но какие-то как... Кто-то из мужчин. Кто-то из, да. То есть серьезное отношение мужчины, если он приводит ее в семью. Да, то есть и когда они начинают обсуждать, он приходит в ее семью, они сначала приходят в его семью. Да, так, ты потом такой человек, чем ты работаешь, сколько зарабатываешь, так, где ты живешь. И потом в конце семья с семьей знакомится друг с другом. Семья знакомится друг с другом? Эта семья знакомится с той семьей. Это когда происходит хатуба или это до хатубы? До хатубы, да, до хатубы, конечно. Семьи знакомятся до хатубы? До хатубы, да. И смотрят, какая у них семья, и какой у них семья, и какой у них предки, какие у них предки. Как у них респект был, как они говорят, как они говорят. Да, нет, да. И потом хатуба. Если деньги сразу, они женятся с хатубой. Нет, хатуба это он делает как ей официальное предложение. На эту хатубу он дарит ей золото, да? Если у него сразу есть деньги, могут жениться сейчас. То есть если у него есть не деньги, а квартира. У него все есть, если у него все есть готовое, он как женится сразу. Как, например, хатуба, например, месяц, или может быть даже меньше, и сразу женится. То есть если у него есть и квартира, и все, да? Да. То есть серьезное, по твоему мнению, это когда он приводит семью, мы про египтян говорим. То есть он приводит ее в свою семью, они знакомятся, он приходит в ее семью, потом две семьи встречаются, да? Да. И уже как бы обговаривают более детальные все подробности. Да. Это был ответ на первый вопрос. Значит, дальше. Это если он серьезно заинтересован, вот оно происходит вот так. Хорошо, а если девушка иностранка, женщина, и она проживает на территории другого государства? Была просто жесткая, чем надо. Жесткая была, чем надо, должна быть как. А жесткая как? Как жесткая? Жесткая? Ну, то есть, в каком смысле? Как не поддаваться, как кто, я люблю тебя, я все от тебя, я как не могу жить без тебя, если то. Есть, видите, ну, то есть сначала все вот эти параметры египетские должны быть выполнены. Что иностранки, что не иностранки. Можно так, и можно так. Она может делиться так, но она должна быть, как держала себя, я люблю тебя, и то. Она должна сразу... Она была как семья, если нет как родители, то она должна быть как она семья. Сама такая. Говорит про деньги, сама будет говорить про деньги. Или ее пример друг какой-то, или кого-то из России просто, кто она знает его. Или из какой-то любой страны. Кто-то из Вали, да? Мужчина просто. То есть обязательно должен быть мужчина ваш Вали присутствовать на этом. Значит, дальше. А как распознать обратное? Ну, я думаю, что ты не ответил на этот вопрос. То есть, если он предлагает быстро пожениться, я тебя люблю, лапши на уши навешал, лапша повисла с ушей, я тебя люблю, жить не могу, давай жениться по-быстрому. То есть, вот это все быстрое, это все несерьезное. Должна семья познакомиться с девушкой, девушка должна посмотреть на саму семью, также должны познакомиться и с вашей семьей. И, конечно же, основной финансовый вопрос, это самый главный здесь вопрос. И должны обязательно с семьей познакомиться. Как нужно себя правильно с ними вести? Как правильно? Ну, правильно, вот чтобы не получилось, чтобы было по-правильному, как у них правильно. Вот я говорю, вот как я сказал. То есть не вступать с ними ни в какие близкие отношения, До брака. До брака, да? Не вступать, после брака быть пожестче. Быть пожестче, да? Когда они говорят, я люблю тебя, сразу в обморок не падать. В обморок не падать. И верить. Да, арабы, как говорится, нужно пожестче с ними. Да, потому что дело в том, что если вы даже посмотрите на религиозную подоплеку, то дело в том, что если мы возьмем ислам, потому что большинство здесь живут мусульмане, дело в том, что даже Коран был ниспослан пророку. Почему? Потому что пророк Мухаммед, он был из арабов. А арабы как раз во все времена славились своим красноречием. У них были прекрасные там поэты,
То есть арабы всегда как раз славились своим красноречием, и именно поэтому к ним был ниспослан Коран. Потому что Аллах в Коране им говорит: попробуйте сочините хоть один из аятов, которые я вам не спаслал. Потому что именно арабы, то есть Моисей был послан с одним как бы волшебством, как бы Иисус другим, то есть Иисус излечивал больных, у Моисея был посох волшебный, а вот как раз пророк Мухаммед пришел с Кораном. Именно из-за того, что арабы очень красноречивые. Поэтому, когда вы... Почему именно Дэнни сказал: не верьте всему, чему говорят, потому что это только слова. Арабы очень красноречивые. Какие они на самом деле, понятно. Они, то есть они прямолинейные, египтяне очень прямолинейные. И вот все их разговоры, это как раз вот и есть вот это красноречие, как раз которым обладают арабы. То есть они очень красноречивые, они очень хорошо говорят. Поэтому очень хорошо, что вы с одной стороны как бы хотите создать семью именно по отношению их к семье. К семье они действительно относятся очень бережно и трепетно. Вот такие вот наши ответы. Я посчитала, правильным будет именно, чтобы Дэнни ответил на эти вопросы, потому что он как раз общается с ребятами, с мужчинами, и он об этом больше знает. Вот. Ну и какие-то будут еще вопросы, соответственно, пишите в комментариях, можем снять об этом отдельное видео. Я думаю, что хоть немножко я ответила в этом коротком видео на какие-то вопросы, мы ответили. Я думаю, что чем-то они хотя бы вам помогут. Спасибо большое за внимание, всем пока.